Всем привет! Не так давно в игре стартовала новая мини-кампания, которая посвящена одному из амбассадоров eFootball, а в частности Неймару и его возвращению в бразильский Сантос. Суть кампании строится на том, что вот он вернулся домой, и в честь этого мы раздаем вам небольшие плюшки. Казалось бы, неплохо, но с другой стороны есть парочка вопросов к Konami, и в частности к тому, как они в целом раздают контент для донатеров и для недонатеров. Да, это очередная возможность, чтобы поговорить о неравенстве контента в eFootball и вновь затронуть ее фри-ту-плейную часть контента. Поэтому устраивайтесь поудобнее, я думаю, будет интересно. Также не забывайте делиться своим мнением в комментариях под этим роликом. Ну и поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Ну а мы начинаем. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Итак, в чем же проблема новой кампании? В принципе, на первый взгляд звучит более-менее неплохо. Вот Неймар перешел в Сантос, вроде бы здорово, красивая история, и в честь этого даже какие-никакие, но плюшки раздают. И если бы так, я бы и слова не сказал, если бы просто раздавали поинты прокачки, и на этом бы все закончилось. Но нет, Konami решили раздать вместе с этим и карточку Неймара, и как бы мы привыкли, что, в подобных кампаниях нам раздают более-менее такие вот, знаете, бесплатные около ГПшные карточки, но хотя бы с отличительным дизайном. Но в этот раз Konami переплюнули сами себя. И в рамках этой кампании они зачем-то раздают ГПшную версию Неймара. Как будто бы кто-то из игроков не может в лишний раз ее себе позволить. Про донатеров мы говорить не будем, да и про фри-ту-плейщиков, в принципе, здесь также не имеет смысла что-либо говорить, потому что, люди, более-менее играющие в эту игру, проходящие чуть ли не все ивенты, чтобы забрать все возможные поинты, наверняка смогут накопить на ту же самую ГПшную версию Неймара. И возмущение это у меня вызывает по той причине, что со стороны донатеров за последние 4 месяца в игре появилось как минимум 2 эпические карточки Неймара. Точнее, одна и одна бигтаймовская, которые сами по себе хорошие карточки, с хорошими модельками. И в целом карточки выглядят очень даже привлекательно. В то время как для фри-ту-плейщиков нам раздали одну бесплатную карточку с дизайном под стиль Капитана Цубасы. И вот эту ГПшную карточку, которую может себе позволить любой желающий, у которого, имеется пара-тройка ГПшек на счету. А это, в принципе, не проблема. Повторюсь в очередной раз. В чем проблема была сделать отдельный дизайн, как это было, например, с Лионелем Месси, когда он перешел в Интер Майами. Нам, по сути, раздали такую же ГПшную карточку с небольшой разницей в некоторых скиллах, но хотя бы там был отличительный дизайн. В то время как здесь никакого дизайна, та же самая, это и есть, по сути, ГПшная карточка. Учитывая, что в рамках этой кампании Konami раздает еще и аватарки для профиля, и здесь фигурируют как вот нынешний Неймар, так и молодой Неймар. И, конечно же, вы понимаете, к чему я клоню. Почему бы не раздать прошлогоднюю эпическую карточку, просто добавив для нее второй слот для дополнительного буста. Ее в лишний раз можно немножко обрезать, по скиллам, не поймите меня неправильно. Сделать, как они это, например, сделали с тем же Иньестой. В принципе, не самая плохая версия его взята, то есть это 2010 год, но при этом цифры урезаны. И сделать то же самое с Неймаром. По сути, взять ту же самую модельку, взять того же самого игрока из базы данных, просто немножко урезать ему цифры, которые будут восполняться дополнительным бустом, и раздать, например, его за выполнение каких-нибудь определенных целей в рамках этой самой кампании. Согласитесь, это было бы и интереснее, и в лишний раз для фри-ту-плейщиков был бы неплохой подгон, особенно учитывая, если они начали играть с 25-й части и не застали прошлогодний пропуск на матч, где и можно было забрать эпического Неймара, потому что тот Неймар, он хоть и, с перевесом по некоторым скиллам, он не сбалансированный, но при этом в хороших руках он, в принципе, достаточно опасный игрок в нападении. Но опять же, реальность такова, что на самом деле мы по какой-то причине получаем именно ГПшную карточку. На мой взгляд, лучше бы они вообще не давали эту карточку, потому что это выглядит просто как плевок в лицо. Опять же, учитывая, что для тех же самых донатеров контент, по сути, обновляется каждую новую неделю. И учитывая подобное положение дел, некоторые люди до сих пор удивляются, почему я такой большой акцент делаю на донатные карточки, почему я сравниваю и рассказываю чаще всего именно
про них, в целом обращаю на них внимание, поскольку это и есть контент этой игры. Фри-то-плейные карточки, дешевые наборы, они и обновляются реже, и интереса представляют куда намного меньше. Несмотря на то, что именно у вторых в потенциале может быть намного больше аудитория, нежели у донатных наборов. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Согласны ли вы с моим мнением касаемо последней кампании с Неймаром, или же думаете, что я прошу слишком многого для недонатеров, и в принципе того, что есть сейчас, более чем достаточно? Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, ну и прожимайте колокольчик для уведомлений, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Услышимся в следующих видео. Всем пока!